Вы когда-нибудь задумывались, почему ваш телефон всегда лежит экраном вниз? Словно вы подсознательно боитесь, что он увидит что-то лишнее. Или наоборот, боитесь увидеть то, что он хочет вам показать. Добро пожаловать на канал «Неудобная правда». Сегодня мы не будем говорить о чипах или тайных заговорах. Мы поговорим о вещах куда более реальных. О том, как прямо сейчас, пока вы слушаете этот голос, ваш разум переписывается строками программного кода. В мире технологий есть золотое правило. Если ты не платишь за товар, значит товар — это ты. Но правда еще неудобнее. Вы не просто товар, вы — сырье. Каждый ваш лайк, каждая секунда задержки взгляда на фото, каждое гневное слово в комментариях — это данные. Искусственный интеллект изучает ваши слабости не для того, чтобы сделать вашу жизнь лучше. Он ищет ту самую кнопку, на которую нужно нажать, чтобы вы не отложили телефон еще лишних 5 минут. Нейробиологи подтверждают, каждый раз, когда вы видите красное уведомление, ваш мозг выбрасывает порцию дофамина. Это тот же механизм, что заставляет игромана нажимать на рычаг автомата в казино. Вы на дофаминовой игле. И самое страшное, вы сами ее себе поставили. Социальные сети превратили нашу потребность в общение в инструмент контроля. Мы больше не ищем правду. Мы ищем подтверждение своей правоты. Алгоритм подсовывает вам только то, с чем вы заранее согласны, создавая вокруг вас цифровой пузырь. Вы живете в мире, где все думают так же, как вы. Но это не мир. Это камера-одиночка с зеркальными стенами. Давайте перейдем к фактам, которые вам не понравятся. Еще 10 лет назад крупные компании могли узнать о беременности женщины раньше, чем ее собственная семья. Просто по истории ее поисковых запросов. Представьте, на что способен искусственный интеллект сегодня. Алгоритмы предсказывают депрессию по фильтрам на ваших фотографиях. Они знают, когда вы собираетесь уволиться, еще до того, как вы написали заявление. Они знают, что ваш брак трещит по швам, анализируя частоту ваших сообщений и маршруты передвижения. Но вот в чем главная неудобная правда. ИИ не просто предсказывает будущее, он его формирует. Если алгоритм решит, что сегодня вы должны купить эти кроссовки или проголосовать за этого кандидата, вы это сделаете. Но вы будете искренне верить, что это было ваше личное, осознанное решение. Это называется мягкое подталкивание. Самая совершенная форма рабства — та, при которой раб считает себя свободным. Мы добровольно отдали ключи от своей личности корпорациям. Мы кормим нейросети своими лицами, голосами и страхами. Мы обучаем своего будущего хозяина. Вы замечали, как часто вам кажется, что телефон подслушивает ваши мысли? Вы только подумали о покупке, и вот она, реклама. Это не магия, это математика. Вы стали настолько предсказуемы для кода, что ему даже не нужно вас слушать. Он просто знает, о чем вы подумаете в следующую секунду. И пока вы слушаете это, кто-то за тысячи километров от вас прямо сейчас анализирует, в какой именно момент вы решите выключить это видео. Глава 2. Цифровой суррогат. Но давайте пойдем глубже. Неудобная правда в том, что искусственный интеллект замахивается на самое святое, на нашу потребность в любви и дружбе. Вы замечали, как часто в последнее время вам не хочется звонить другу? Проще отправить текстовое сообщение. Проще поставить лайк, чем встретиться лично. Мы добровольно меняем живое тепло на пиксели на экране. И алгоритмы этим пользуются. Уже сегодня миллионы людей по всему миру заводят себе виртуальных партнеров. И девушки, и друзья, которые всегда согласны с вами, которые никогда не устают, никогда не спорят и всегда знают, что именно вы хотите услышать. Это кажется безобидным хобби, пока вы не поймете одну вещь. Виртуальный друг — это идеальное зеркало вашего эго. Он не развивает вас, он лишь подтверждает вашу исключительность. В мире, где за общение отвечает код, мы разучились конфликтовать, мириться
и по-настоящему сопереживать. Мы строим идеальный мир из цифр, в котором нам в итоге будет невыносимо одиноко. Но что, если я скажу вам, что ИИ уже начал имитировать ваших реальных близких? Вы слышали о технологиях Deepfake? Сегодня достаточно 30 секунд записи вашего голоса, чтобы нейросеть могла говорить за вас все, что угодно. Вашей матери может позвонить ваш голос и попросить о помощи. Вашему начальнику может прийти видеосообщение, где вы признаетесь в том, чего не совершали. Грань между реальностью и подделкой стерлась навсегда. И здесь кроется самая большая ловушка. Мы начали доверять экрану больше, чем собственным глазам. Мы верим видеороликам, новостям и сообщениям, не осознавая, что за ними может стоять не человек, а алгоритм, которому поставили задачу вызвать у нас гнев или страх. Вы думаете, что вы хозяин своего смартфона. Но посмотрите на свои руки. Вы держите его так, будто это часть вашего тела. Вы чувствуете фантомные вибрации в кармане, даже когда телефона там нет. Это не просто гаджет. Это внешний орган чувств, через который кто-то другой транслирует вам нужную ему реальность. Представьте мир через 5 лет, когда ИИ станет настолько совершенным, что вы не сможете отличить переписку с живым человеком от общения с ботом. Когда ваши воспоминания будут корректироваться нейросетями, чтобы вы чувствовали себя счастливее. Будете ли вы все еще собой? Или вы станете лишь оболочкой для данных, которые собирает глобальная сеть? Задумайтесь над этим, прежде чем в следующий раз разблокировать экран, чтобы просто убить время. Ведь время — это единственное, что у вас еще осталось по-настоящему своего. Но и за ним уже пришли. Глава 3. Архитекторы хаоса. Если вы думаете, что все ограничивается только вашим телефоном, приготовьтесь к самой неудобной части нашего расследования. В 2014 году одна из крупнейших соцсетей мира провела секретный эксперимент над почти 700 000 своих пользователей. Без их ведома алгоритм начал манипулировать их новостной лентой. Одной группе показывали только негативные новости, другой — только позитивные. Результат был пугающим. Люди начали массово впадать в депрессию или испытывать необоснованную эйфорию в зависимости от того, что им подбрасывал код. Это было 12 лет назад. Тогда они просто проверяли, могут ли они управлять вашими эмоциями. Сегодня они знают, что могут. Неудобная правда в том, что современные алгоритмы — это не просто программы. Это инструменты социальной инженерии. Они способны предсказать и спровоцировать массовые протесты, обвалы рынков и даже результаты выборов в масштабах целых стран. Мы живем в эпоху цифрового феодализма. Несколько человек в Кремниевой долине решают, что вы увидите сегодня утром. И это решение продиктовано не моралью, а прибылью. Гнев продается лучше всего. Ненависть заставляет вас дольше оставаться в сети, писать комментарии и спорить с незнакомцами. Алгоритмы намеренно сталкивают нас лбами, разделяя общество на лагеря. Мы думаем, что боремся за свои идеалы. Но на самом деле мы просто генерируем трафик для тех, кто продает наше внимание. Но есть кое-что еще более жуткое. Вы слышали о концепции интернета тел? Это следующий шаг. Это когда ваши биологические данные, ритм сердца, уровень сахара в крови, качество сна становятся частью глобальной сети. Представьте страховую компанию, которая отказывает вам в выплате, потому что ваш смарт-браслет сообщил что вы недостаточно часто занимались спортом. Или банк, который не дает кредит, потому что ваши биоритмы указывают на склонность к депрессии. Мы становимся прозрачными для системы, которая нас не знает, но полностью контролирует. Мы — открытая книга, которую читает холодный, бесстрастный разум. Задумайтесь. В мире, где каждое ваше движение оцифровано, само понятие тайны перестает существовать. А без тайны нет свободы.
И прямо сейчас, в одном из дата-центров где-то под землей, алгоритм уже знает, что вы сделаете через минуту. Он знает, кому вы напишете и о чем подумаете. Но что, если однажды это знание обернется против вас? Что если система решит, что вы лишнее звено? Слушайте внимательно следующую историю. Она кажется выдумкой. Но в мире неудобной правды границы между фантазией и реальностью больше нет. Глава 4. Последний бастион. Мы подошли к черте, за которой обратного пути нет. Неудобная правда заключается в том, что цифровая ловушка — это не просто зависимость от смартфона. Это полная замена человеческого опыта. Вы заметили, как за последние годы изменились ваши воспоминания? Мы больше не помним моменты, мы помним фотографии этих моментов. Мы не проживаем закат, мы ищем лучший ракурс для сторис. Наша память постепенно перемещается в облако, и если завтра серверы отключатся, вы поймете, что последних 10 лет вашей жизни просто не существовало. Но самый страшный этап впереди. Технологические гиганты уже работают над созданием цифрового бессмертия. Они собирают все ваши сообщения, видео и записи голоса, чтобы после вашей смерти создать вашу точную ИИ-копию. Ваши дети будут переписываться не с вами, а с алгоритмом, который имитирует вашу манеру речи и ваши шутки. Это кажется утешением, но на самом деле это высшая форма контроля. Ваша личность становится собственностью корпорации. Ваше «я» превращается в бесконечный программный код, который можно редактировать, дополнять или просто удалить за неуплату подписки. Мир будущего — это мир, где правда больше не имеет значения. Мы входим в эпоху постправды, где любое видео можно подделать, любой голос синтезировать. Через 5 лет вы не сможете быть уверены даже в том, что человек на экране вашего видеозвонка — это ваш отец, а не вирусная программа, охотящаяся за вашим банковским счетом. В этом выпуске мы показали вам лишь верхушку айсберга. Мы привыкли думать, что технологии — это наши инструменты. Но на самом деле это мы. Инструменты в руках технологий. Прямо сейчас у вас есть выбор. Вы можете закрыть это видео и через минуту забыть обо всем, что услышали, погрузившись в бесконечную ленту новостей. А можете нажать кнопку «Выключить», положить телефон на стол и просто посидеть в тишине 5 минут. Почувствуйте свой пульс, услышьте свое дыхание. Это то единственное, что искусственный интеллект никогда не сможет у вас забрать, пока вы сами ему это не отдадите. Это был канал «Неудобная правда». Мы не говорим то, что вы хотите услышать. Мы говорим то, что происходит на самом деле. Подпишитесь, если готовы к следующей порции правды. И помните, в цифровом мире единственная настоящая роскошь — это быть оффлайн. Берегите свою реальность, пока она еще ваша. Глава 5. Взлом человеческого кода. Если вы думаете, что экран смартфона — это последняя преграда между вами и алгоритмом, то вы глубоко ошибаетесь. Неудобная правда в том, что следующая битва за ваш разум развернется не снаружи, а внутри вашего черепа. Вы слышали о проектах по созданию нейроинтерфейсов? Прямо сейчас миллиардеры из Кремниевой долины инвестируют огромные деньги в технологии, которые позволят подключать человеческий мозг напрямую к сети. Нам обещают мгновенный доступ ко всем знаниям мира, возможность лечить паралич и общаться мыслями. Звучит как чудо, верно? Но давайте снимем розовые очки. Любой канал связи работает в обе стороны. Если вы можете загружать свои мысли в компьютер, значит, компьютер может загружать свои команды в ваш мозг. Представьте мир, где ваши настроения регулируются удаленным сервером, где чувство голода, радости или ярости — это просто изменение настроек в вашем личном кабинете.
за который вы ежемесячно платите подписку. Это не просто теория. Патенты на технологии, отслеживающие активность мозга для таргетированной рекламы, уже существуют. Корпорации хотят знать не только то, что вы купили, но и то, что вы почувствовали в момент покупки. Ваша искренность, ваша спонтанность, сама ваша душа становится набором электрических импульсов, которые можно корректировать. Мы стоим на пороге появления человека 2.0. Но будет ли этот новый вид свободным? Или это будет идеальный биологический винтик в глобальной машине потребления? Неудобная правда заключается в том, что мы добровольно отказываемся от своей биологической уникальности ради цифрового комфорта. Мы доверяем навигаторам выбирать наш путь, алгоритмам, выбирать наших партнеров, а теперь готовы доверить чипам выбирать наши чувства. Когда грань между биологией и технологией окончательно сотрется, кто будет нести ответственность за ваши поступки? Вы. Или программист, который написал обновление для вашего нейрочипа. Задумайтесь над этим. Мы привыкли считать себя вершиной эволюции. Но в мире, где искусственный интеллект самообучается каждую секунду, человек без модификации рискует стать пережитком прошлого. Нас убеждают, что апгрейд необходим, чтобы выжить. Но цена этого апгрейда — потеря того самого «я», которое мы так отчаянно пытаемся защитить. Вы все еще верите, что ваш телефон — это просто гаджет? Оглянитесь вокруг. Мы уже живем в киберпространстве. Просто наши тела еще по инерции цепляются за физический мир. Но это ненадолго.